Всем доброй ночи. Итак, дорогие друзья, перед вами зеркало круглое с черной оправой. Желательно, чтобы была с черной оправой или с темной оправой. Не с белой, не светлой. Восковая свеча для ритуала. Черный алтарь и черные свечи для освещения. Обычно для освещения я использую различные свечи. Можно воск, можно парафин, не имеет значения, если просто для освещения. Но именно для ритуала всегда используется воск и черный воск. Теперь, этот ритуал создан мной. Поскольку вы знаете, что я владею несколькими языками, я владею и тюркским языком. Не скажу, что я бегло говорю, но я владею тюркским языком и именно османо-тюркским. Тюркский язык на самом деле, он принадлежит не только тюркам, он принадлежит всем тюркоязычным народам. И происхождение у них разное, но язык тюркский. Потому как во времена османских завоеваний многие народы, можно сказать, потеряли свою первобытность, первозданность, извиняюсь, и стали пользоваться тюркским языком. Например, цалкинские греки считают тюркский язык своим родным. Они тюркоязычные греки. Есть тюркоязычные армяне. Многие говорят, что в армянском и в греческом языке очень много тюркских элементов. Я хочу вам сказать, что в тюркском языке точно так же очень много армянских, греческих элементов, потому что тюрки, они пришли и поселились на землях армян, греков, болгар и так далее. Поэтому неудивительно, что эти народы взаимодействовали и брали друг у друга и выражения, и слова, и термины, и прочее, прочее. Я уж не говорю о традициях, обычаях, об одежде, о блюдах и прочее. Каждый язык имеет свою силу, свою вибрацию, свою энергетику, и об этом уже говорилось. Говорилось о том, что если есть хоть капля крови, скажем, кочевых народностей, то ритуалы кочевников у человека получается лучше. Хотя, как ни удивительно, даже люди, у которых предки были оседлые, насколько они знают, даже у них может сработать ритуал кочевых народов. Сегодня я хочу вам подарить тюркский ритуал мести, который я назвала Кара Ханум. Почему? Кара черный, Ханум женщина, госпожа. Черная госпожа. Вызов черной госпожи для мести. Считалось вообще по легенде, что когда-то дочь одного из султанов, то ли Мехмеда Фатыха, то ли его сына Баизеда, незаслуженно, ни за что казнил свою, казнил свою родную дочь, обвиненный в каких-то там прегрешениях. Но потом, когда выяснилось, что она была совершенно невиновна, она появлялась в черных одеяниях и показывалась тем людям, которые ни за что ее осудили и казнили. И что все обиженные, все незаслуженно обиженные люди начали обращаться к ее душе для того, чтобы получить справедливость. Ее имя затерялось в истории, но поскольку она появлялась в черных одеяниях, ее так и прозвали Кара Ханум. Это дух мести, считают тюрки, и считают, что ее можно вызвать разными способами, но лучше всего из-за зеркали. Вот эта традиция вызова Кара Ханум, она осталась в Западной Турции еще таких, знаете,
затерянных селениях и прочее, прочее. Но поскольку я человек любознательный и изучаю культуру разных народностей, тем более их поверья, и тем более их духов, их сущностей и прочее, прочее, я вам объясняла, что те духи, те сущности, к которым обращались тысячелетиями, но здесь не тысячелетиями, сотнями лет, они сильны, и к ним можно найти подход и людям другой нации. Так вот, естественно, обряд и ритуал мне никто не дал, и это даже если бы кто-то знал, держал бы в секрете, но традицию призвать Караханом с черной свечой и с черным зеркалом или зеркалом в черной оправе ночью, эта традиция существует. И вот, исходя из этой традиции, я хочу подарить вам ритуал мести. Вы призываете справедливый дух черной госпожи, которая приходит из зазеркалья, находит вашего врага и мстит. То есть, если вас угнетают, если пытаются причинить вред ни за что, этот дух может привести этих людей просто вплоть до сумасшествия. То есть перемешать их планы, закрыть им все пути дороги. Даже если против вас идет какая-то травля и прочее, эти люди никогда не добьются своего, не добьются успеха. Их речи не будут для других убедительны. То есть они не смогут вам навредить так, как они того хотели изначально, когда планировали вот эту акцию. Или если в семье, скажем, свекор, свекровь против вас затеяли войну, если бывший муж затеял войну, если доброй ночи, бывшие друзья делают подлости и так далее. Читать 6 ночей кряду. Берете восковую свечу, 6 раз читайте, глядя в зеркало. Потом тушите, можно гасителем, можно пальцами эту свечу. Это зеркало и свечу прячете, чтобы весь день никто туда не смотрелся, кроме вас. Снова следующую ночь вытаскиваете, ставите, читайте 6 раз, снова прячете 6 ночей кряду. Последний раз, когда прочитаете, восковая свеча вам хватит на 6 ночей, поверьте мне, даже такая маленькая, потому что воск долго горит. Последнюю ночь, когда вы дочитаете, оставляете, значит, воск догореть до конца. Потом огарок свечи, 6 монет уносите под дерево и говорите: «Откупаюсь от черной госпожи». И вот начнется нечто такое, о чем вы даже предположить не могли. Может даже начаться с первой ночи чтения у ваших врагов. Несправедливость суда и так далее. Вы можете даже не знать имя этого человека, но вызванный вами дух черной госпожи найдет этого человека и приведет к вам. Вот проведите этот ритуал, потом как-нибудь я специально попрошу рассказать, какой результат дал ритуал Караханум, и многие, очень многие мне расскажут очень сильные вещи. В тюрко-османском языке есть несколько значений одного слова. Например, кара – черный. Но есть еще другое обозначение черного цвета. Это сиях. Сиях взятый из армянского слова сияв или сев – черный. Потом, смотрите, опять же, армянское слово мом, что означает свеча. На деревенском наречии мы говорим мум. Тюркское слово мум. Храм, жам. Тюрки говорят джами, храм. У них нет понятия там мечеть. Это мечеть так литературно говорят, мечеть. А так джами, понимаете? Желательно, чтобы было в черной оправе. Или в темной оправе. Или вообще без оправы, но не светлые. И зеркало должно быть круглое. Это зеркало можно использовать потом, но только после того,
Но только после того, как все это случилось, свершилось, после этого вы можете это зеркало использовать. Но желательно, чтобы, да, чтобы это зеркало было использовано только для этого ритуала. Покупать такое зеркало новое нужно, совершенно новое, не торгуясь, или оплачивайте картой, или не берите сдачи. Значит, желательно купить женские дни. Женские дни – это дни, которые заканчиваются на А, мужские дни, которые заканчиваются без А. Это женские дни, например, среда, пятница, суббота. Это женские дни. Вот в эти дни покупается черное, зеркало круглое, без оправы или с темной оправой. Далее, черный воск обязательно. Значит, черный алтарь. Открывайте и смотрите, что такое алтарь в магии, ведьмина изба, чтобы не задавать мне 1000 раз вопросы, что такое алтарь, как, чего и откуда. До 3 ночи у вас есть время. Вот с 00 до 3 ночи 6 ночей кряду. По 6 раз читаете, потушили свечу, вместе с зеркалом спрятали. Когда вы проводите, в комнате не должно быть никого, кроме вас, ни собаки, ни кошки, ни ребенка, никого. Проведите на кухне, если вам мешают, закройте двери. Электрического света не должно быть. Он может быть где-то в ванной, там гореть. Немножко можете приоткрыть двери, чтобы там совсем не было темно. Нужны ли другие свечи для освещения? Если вам необходимо, нужны. Если нет необходимости, значит не нужны. Итак, 6 ночей кряду, покупая зеркало, не торгуясь, в женские дни. Еще раз напомню, женские дни – это дни, которые заканчиваются на А. Значит, среда, пятница, суббота – женские дни. Остальное – мужские дни. Мужчине покупается в мужской день, женщине в женский день. После того, как 6 ночей кряду по 6 раз прочитали, нельзя ни одну ночь пропускать. Пропустите, не получится, просто придется переделывать. 6 ночей кряду прочитали, 6-ю ночь оставляете свечу догореть. Нет, в ванной нельзя перед зеркалом. Вы меня слышите или нет? Алло, гараж, зеркало нужно покупать. На 6-ю ночь оставляйте догореть свечу. Огарок свечи на следующий день вместе с 6 монетами оставляйте под деревом. Неважно, получилось у вас, не получилось у вас, вы это должны сделать. Но я вам говорю, что начнет получаться уже со 2-го, с 1-го раза даже. А с 6-го раза вообще получится. И это скорое, это увольнение с работы, это скандалы, это все что угодно. У людей, которые вам желают зла. Даже если вы не знаете этого человека, этот человек свое получит. Когда все получилось, когда от вас отстали, когда вы поняли, что клевета, грязь, которая льется против вас, никакого толку не дает, а наоборот, эти люди с ума сходят просто, у них крышу сносит. Берете что-нибудь черное. Можно черную ленту, можно черную брошь. Я не знаю, что еще можно. Можно из черного камня что-нибудь, черный цвет. И черный отрезок, кусок такой платка. Относите к любому дереву, можно к тому же дереву. Так, все, мадам Симонян, или как там тебя, до свидания. К черному дереву, к тому дереву, которого вы откупались, или к другому дереву. Значит, привязывайте к ветке этого дерева, вешайте этот предмет и говорите: черной госпоже мой поклон и подарок, или дар. Понимаете меня? Это когда уже полностью получилось все, как вам хотелось. Относите ей обязательно дар, иначе больше вы к ней обращаться не сможете. Она должна получить свой дар.
Можете колечко серебряное с черным камнем купить и повесить туда. Неважно, кто это заберет, это ей дар. Можете какой-нибудь там, я не знаю, красивое черное ожерелье взять, пусть недорогое. Можете черную ленту, но оно должно быть черного цвета и с черным платком. Относите, нужно завязать к ветке дерева и говорить: черной госпоже мой поклон и дар. И уходите, чтобы она к вам относилась благосклонно. А зеркалом можете пользоваться дальше. Итак, для чего нужны зеркала, свечи? Свеча для того, чтобы усилить, для того, чтобы дать энергию огня душе, которую вы вызываете. Зеркало для того, чтобы ему легче было прийти в мир живых через зеркальную гладь, понимаете, через стать потустороннюю. Вот для этих целей. Итак, читаю. Читаю по слогам, потом прочитаю более бегло. Те, кто хочет провести, либо сами записывайте, либо ждите, пока Яна запишет. Кто знает язык, тому будет не так уж сложно. Видите, какой портал создает свеча. Итак, читаем. Сиях мум яниклары. Сиях атеш. Бени дуюyor. Siyah mumlar, siyah aynadan çağırıyorum kara hanım. Bana yardım et. Aynadan çık. İnsanların dünyasına git. Düşmanımı bul. Huzurunu al. Kanını iç. Yen onu. İskence. Öldürmek. İblisler emri. Kara güç. Yalvarırım. Düşmanı cezalandırmak. Öyle olsun. Дальше. Это уже отдельная маленькая часть. То, что вы хотите. Düşmanım mum gibi yan. Çim gibi kuru. Cehenneme git. Sana kara günler. Sana sonsuz. Gözyaşları. Mezarın seni. Bekliyor. Öyle olsun. Читаю еще раз. Напоминаю, это западно-тюркский. Тюрко-османский. Может быть, где-то отличается от литературно-тюркского. Но я владею именно этим языком. И это не имеет никакого значения. Если вы знаете тюркский, можете произносить как нужно. Siyah mum yanıkları, siyah ateş. Beni duyuyor. Ну, вот так вот, такой слово. Duyuyor. Siyah mumlar. Siyah aynadan. Çağırıyorum kara hanım. Bana yardım et. Aynadan git. Çık. Извиняюсь. İnsanların dünyasına git. Düşmanımı bul. Huzurunu al. Kanını iç. Yen onu. İşkence. Öldürmek. İblisler emri. Kara güç. Yalvarırım. Düşmanı cezalandırmak. Öyle olsun. Düşmanı mum gibi yan. Çim gibi kuru. Cehenneme git. Sana kara günler. Sana sonsuz. Gözyaşları. Mezarın seni bekliyor. Öyle olsun. Дальше.
Siyah mum yanıkları, siyah ateş beni duyuyor. Siyah mumlar, siyah aynadan çağırıyorum kara hanım. Bana yardım et. Aynadan çık. İnsanların dünyasına git. Düşmanımı bul. Huzurunu al. Kanını iç. Yen onu. İşkence. Öldürmek. İblisler emri. Kara güç. Yalvarırım. Düşmanı cezalandırmak. Öyle olsun. Düşmanın mum gibi yan. Çim gibi kuru. Cehenneme git. Sana kara günler. Sana sonsuz. Göz yaşları, извиняюсь. Mezarın seni bekliyor. Öyle olsun. Еще раз. Смотрите в зеркало и читайте. И не бойтесь, если вы там увидите чего-нибудь. Вам от этого вреда не будет никакого. Siyah mum yanıkları, siyah ateş beni duyuyor. Siyah mumlar, siyah aynadan çağırıyorum. Kara hanım, bana yardım et. Aynadan çık. İnsanların dünyasına git. Düşmanımı bul. Huzurunu al. Kanını iç. Yen onu. İskence. Öldürmek. İblisler emri. Kara güç. Yalvarırım. Düşmanı cezalandırmak. Öyle olsun. Düşmanın mum gibi yan. Çim gibi kuru. Cehenneme git. Sana kara günler. Sana sonsuz. Gözyaşlı yer. Mezarın seni bekliyor. Öyle olsun. Не нужно переводить. Кто понял и так знает. Siyah mum yanıkları, siyah ateş beni guyuyor. Siyah mumlar. Siyah aynadan çağırıyorum kara hanım, bana yardım et. Aynadan çık. İnsanların dünyasına git. Düşmanın bul. Huzurunu al. Huzurunu al. Kanını iç. Yen onu. İşkence. Öldürmek. İblisler emri. Kara güç. Yalvarırım. Düşmanı cezalandırmak. Öyle olsun. Düşmanın mum gibi yan. Çim gibi kuru. Cehenneme git. Sana kara günler. Sana sonsuz. Gözyaşları. Mezarın seni bekliyor. Öyle olsun. Еще раз читаю. Siyah mum yanıkları, siyah ateş beni duyuyor. Siyah mumlar. Siyah aynadan çağırıyorum kara hanım. Bana yardım et. Aynadan çık. İnsanların dünyasına git. Düşmanımı bul. Huzurunu al. Kanını iç. Yen onu. İşkence öldürmek. İblisler emri. Kara güç. Yalvarırım.
Düşmani cezalandırmak öyle olsun. Düşmani mum gibi yar, çim gibi kuru. Cehenneme git. Sana kara günler, sana sonsuz gözyaşları, mezarın seni bekliyor. Öyle olsun. Еще раз. Siyah mum yanıkları, siyah ateş beni duyuyor. Siyah mumlar, siyah aynadan çağırıyorum kara hanım. Bana yardım et. Aynadan çık. İnsanların dünyasına git. Düşmanımı bul. Huzurunu al. Kanını iç. Yen onu. İşkence oldurmak. İblisler emri. Kara güç. Yalvarırım. Düşmanı cezalandırmak. Öyle olsun. Düşmanı mum gibi yan. Çim gibi kuru. Cehenneme git. Sana kara günler. Sana sonsuz gözyaşları. Mezarın seni bekliyor. Öyle olsun. Еще раз читаю. Siyah mum yanıkları, siyah ateş beni duyuyor. Siyah mumlar, siyah aynadan çağırıyorum kara hanım. Bana yardım et. Aynadan çık, insanların dünyasına git. Düşmanımı bul. Huzurunu al, kanını iç. Yen onu, işkence oldurmak. İblisler emri, kara güç, yalvarırım. Düşmanı cezalandırmak. Öyle olsun. Düşmanı mum gibi yan. Çim gibi kuru. Cehenneme git. Sana kara günler. Sana sonsuz gözyaşları. Mezarın seni bekliyor. Öyle olsun. Давайте еще раз на всякий прочитаю, чтобы те, кто хочет записать, записали с моих слов. Siyah mum yanıkları, siyah ateş beni duyuyor. Siyah mumlar, siyah aynadan çağırıyorum kara hanım. Bana yardım et. Aynadan çık. İnsanların dünyasına git. Düşmanımı bul. Huzurunu al. Извиняюсь, неправильно читаю уже сколько раз. Huzurunu al. Kanın iç. Yen onu. İşkence oldurmak. İblisler emri. Kara güç. Yalvarırım. Düşmanı cezalandırmak. Öyle olsun. Düşmanı mum gibi yan. Çim gibi kuru. Cehenneme git. Sana kara günler. Sana sonsuz gözyaşları. Mezarın seni bekliyor. Öyle olsun. Siyah mum yanıkları. Siyah ateş beni duyuyor. Siyah mumlar, siyah aynadan çağırıyorum kara hanım. Bana yardım et. Aynadan çık. İnsanların dünyasına git. Düşmanımı bul. Huzurunu al. Kanını iç. Yen onu. İşkence oldurmak. İblisler emri. Kara güç yalvarırım. Düşmanı cezalandırmak. Öyle olsun. Иногда я сама не разбираю свои почерки. Тем более. Düşmanı mum gibi yan. Çim gibi kuru. Cehenneme git. Sana kara günler. Sana sonsuz gözyaşları. Mezarın seni bekliyor. Öyle olsun. Итак, друзья мои,
6 дней к ряду с 00 до 03 ночи. Черная свеча, обязательно черная свеча, обязательно воск. Зеркало круглое, без оправы или с темной оправой, синий, с черной, с коричневой оправой, но не с белой. Мужчинам купить мужские дни, женщинам женские дни. Женские дни – это дни, которые заканчиваются на А. Среда, пятница, суббота. Без сдачи, либо расплачиваться картой, либо взять вместе с другими предметами, в общем, купить. Пока не завершится все, в это зеркало не заглядывать и не пользоваться. 6 ночей к ряду прочитать, шестую ночь оставлять догореть свечу. На следующий день с огарками, 6 монетами идти, оставить возле дерева и сказать: «Откупаюсь от черной госпожи». Когда все получится у ваших врагов, все случится, все накажутся, как вы хотели, приносите черные украшения, черный предмет, черный бант, я не знаю, черную кружево, черное там кольцо с черным камнем, все что угодно черного цвета и отрезок черного, там, черной материи, то есть черный платок. Завязывайте этот платок, оставляете там этот подарок и говорите: «Мой поклон и дар черной госпоже», и уходите. Она выйдет и это сделает, поскольку ее казнили ни за что, это дух справедливости. Если вы не виноваты, она обязательно за вас заступится и вам поможет. Так что проведите, и пусть Караханум мстит за вас. Тем более, что это очень сильный рабочий ритуал. Всем удачи!